автоматом шлет тебя на 3 буквы. То есть у него такое лицо, к нему не хочется подходить, к этому человеку, но я иногда так кого-нибудь слушаю где-нибудь на концерте или в туре, или вот просто я такая, блин, я бы тебе дала за вокал. А я бы тебе дала за вокал. Блин, простите, пожалуйста, люди, это ужасно. Дэнни, я беру свои слова обратно. Когда ты был молод, у нас бы с тобой что-то получилось, но в этот раз нет. Друзья, всем привет. Это Саша Сова, преподаватель вокала. Аплодисменты. Друзья, я сегодня держу в руках микрофон, потому что у меня сломалась стойка. К следующему разу, я надеюсь, мы это исправим. Но пока что терпите, что у меня будет постоянно вот такое вот. Извиняюсь. Друзья, сегодня я хочу с вами обсудить тему, которая стара как мир, но, как показывает практика, вам все равно интересно такое обсуждать, может, что посплетничать там. Я хочу обсудить вокалистов группы Asking Alexandria. Старого и нового, и старого их двое, но там у них были вот эти вот возвращения к бывшим. А мы с вами такое любим, да? Типа это наш с вами стиль, да, девочки? Мы любим возвращаться к бывшим. Но не в этот раз. В этот раз мы не возвращаемся. Я решила выбрать такую песню, где и один вокалист Дэнни, и второй вокалист Денис, что, собственно, тоже Дэнни, но только Денис. Хотара Маранга, но это по-испански. И аннигиляторная пушка, но это по-русски, но все равно круто. Мы будем обсуждать с вами вокалистов, будем обсуждать их вокал. И заодно я знаю, что вот я у вас спросила в прошлом видео, расскажите мне историю ухода Кипелова из Арии, и там просто понеслось вот такие полотенца, вы все знаете. Я уверена, что вы лучше знаете меня историю смены вокалиста в группе Asking Alexandria. Мы по ходу будем с вами это обсуждать. Но опять же, я что-то слышала на эту тему, что-то почитала. Знаю, что там были какие-то очень сложные вещи, но, опять же, свойственные музыкантам, свойственные всей вот этой истории с исключением музыкантов и так далее. Я взяла песню Breathless. Это песня, которую исполняли оба вокалиста, и там и экстрим-вокал, и чистый вокал. И я, может быть, для начала взяла неправильную версию, но хочу вот этот вот фестиваль Rock am Ring 13 года. 13-й год — это как раз перед уходом первого вокалиста Дэнни. Может быть, если будет настроение, посмотрим что-то более раннее, но давайте пока здесь посмотрим. Говорили, что у него какие-то проблемы с голосом, говорили, что у него проблемы с веществами, что он там что-то употреблял. Говорили, что он другой проект просто нашел, и ему не нравилось больше Asking Alexandria. Давайте посмотрим, что там, как. Хорошо. Не, ну что могу сказать так вот пока навскидку. Я сейчас пока еще разбираюсь, какая техника, какое что. Но звучит экстрим отлично. Правда, конечно, выглядит это все не очень органично. Его внешний вид и местами вставки его хэви-метального вокала. Не то, что не органично, но слышно, что... Я вот, кстати, слышала, что он тоже начал уходить вот в эту всю историю. Более хэви-метал, более такой рок-н-ролл и все такое. И это здесь очень слышно, хотя звучит... Ну, голос звучит неплохо. Нестабильно местами, но это живое выступление. При том, что говорили, что вот перед уходом он прям плохо себя чувствовал, но здесь как будто бы, ну, не так плохо это все звучит. Очень плотный экстрим-вокал, прям средние частоты вот здесь.
Ну, прям хорошо. Вот здесь было слышно технику, что там голоса достаточно много, просто... Такая техника получается в Ice Cream. Поправьте меня, если вы считаете по-другому. Кстати, можете поспорить со мной, можем пообсуждать это, потому что иногда в некоторых моментах False Chord и Ice Cream звучат очень похоже. Можно только по каким-то особенным пунктам определить, что это. Звучит хорошо, короче. Очень плотно, объемно. Ну, вот здесь вы можете слышать, да, тоже, что он поет с таким подгрузом. Красиво, мне нравится, когда так делают. Да, тоже здесь тембр красивый, тембр такой очень объемный. Все-таки это такой больше металкор, да, естественно, это металкор. Звучание у него сейчас похоже на такие, знаете, группы, вот здесь вот, типа Five Finger Death Punch, типа вот такое, да, вот какие-то такие истории. Вот это вот в данном контексте была странная история, хотя красиво. И вот это... Типа вокалист Aerosmith зашел. Здравствуйте. Класс. Он там плюнул в конце или что? А, да. Очень такой, конечно, факбой, вон, очень факбойский прием. Все время плюется. Ну вот да, блин, не знаю, как вы считаете вообще, вот такие вещи, которые вот сейчас, вот эта история, которая только что прозвучала, как она вообще вам? Мне кажется, что чисто она у него звучит очень классно, да, то есть, но звучит как будто одновременно две группы играют, то есть как будто бы местами это не отсюда. Эстетически, конечно, эстетика такое понятие крайне субъективное, но мне кажется, что вот эта история здесь слегка странно звучит. Все-таки совершенно... Вот видите, какая интересная тема, вроде металл, да, и то металл, и то рок-металл-вокал, экстрим-вокал. Вот малейшее изменение эстетики уже как сильно выбивается из колеи, да, вот это звучание странное. Он использует такой хэви-метальный вокал здесь уже. И я, насколько знаю, поправьте меня, если это не так, он это начал делать как раз-таки, когда стал больше тяготеть в исполнении, как раз-таки он хотел такую музыку играть. И даже на какое-то время, там, потом уже, да, Asking Alexandria даже слегка, ну, ребята как будто бы пошли на поводу, да, но на самом-то деле изначально Asking Alexandria это вообще же другое. Это вот типа крабы, это вот это вот все. Да, конечно, с каким-то вот с элементами чистого вокала, ну, не с элементами даже, а с большим количеством чистого вокала, но это не про вот этот вокал, который и вот это вот living easy, living free, это вообще, да, вот откуда это здесь никак не вяжется и звучит неорганично, честно.
не очень, но технически звучит неплохо. То есть, несмотря на то, что, да, там слышно местами нестабильный вокал, слышно, опять же, живое выступление, какие-то нестабильные моменты вполне себе могут быть оправданы. Я не могу сказать, что это плохое выступление, но да, технически неплохо, но эстетически мне не заходят вот именно вот эти резкие перепады настроения, да. Давайте дальше смотреть. О, хорошо. Огонь. Не, миксует он все-таки техники экстремальные. Миксует. Экстрим, конечно, у него хороший, красивый, очень свободно идущий. То есть, не знаю, что там, я тоже слышала, я смотрела какие-то видео, и тоже поправьте меня, если это не так. Наверняка фанаты группы знают больше. Я слышала, что его якобы там заставляли каким-то тоже экстримом петь не таким, каким здоровый, нездоровый экстрим. Если честно, в это не особо верю, что прям каким-то нездоровым способом, потому что, ну, не знаю, звучит в целом неплохо. Я не думаю, что здесь проблема в экстриме. То, что группа искала какое-то свое звучание и, скорее всего, его просили как-то что-то менять в звуке, да, то есть просили где-то ниже, выше, может быть, где-то вот поистеричнее, где-то нет. Может быть, это приносило какой-то дискомфорт или еще что-то, но я не знаю, правда это или нет. Вы можете мне сказать, можете посплетничать, можете мне, там, напишите мне, короче, в комментариях, что-то на самом деле было. Потому что я слышала, что у него там и проблемы с голосом, и с веществами, и так далее, но проблемы с голосом, они могут возникнуть не из-за экстремальных техник, а из-за образа жизни, да, допустим, если у него какие-то траблы с образом жизни, 100% это будет отражаться, аффектить, это будет вокал, да, если у него какой-то супер рок-н-ролльный там образ жизни был. Что мы с вами сейчас делаем? Мы сейчас с вами слушаем второго вокалиста. Давайте мы с вами попробуем теперь послушать Дениса, посмотрим, как у него звучит эта песня, как у него звучит Breathless, что у него там с вокалом, посмотрим. Так. Нет. Но здесь техники более понятно слышны. Наверху много слышно было вокала, слышно, что фрейз скрим. Очень сейчас слышно будет. На тонком смыке.
неудачно он здесь сработал на убирание микрофона. Не всегда, кстати, вот эта история, знаете, иногда говорят, если нота громкая, убери микрофон. Нет, очень сильно зависит от того, как настроен ваш микрофон. Видите, вот здесь та история, когда не надо было так делать. Да, забавно. Но экстрим не такой мощный, не такой плотный, чуть-чуть по-другому, другая техника. Он как бы заглубляет, так сделает, получается, эффект вот этот за счет, акустики более объемной и закрытой, да, скажем так. Плюс он прикрывает лицо, прикрывает вот так микрофоном, чтобы заглубить тоже. Это немножечко помогает, когда вы заводите это. Но и голос, в принципе, слышно, но слышно, что подача не такая яркая, как у Дэнни. Экстрим высокий, слышно тонкий смык. Все-таки я хочу расслышать там поточнее. Сейчас. Еще раз хочу. Как будто бы... Как будто вот так, но плюс иногда слышно, как будто бы... Что с вот этого тоже, с воздушного такого больше идет потока, да? То есть где-то воздушный поток тоже слышится хорошо. Чистый вокал у него другой. Совершенно другой. Тембр менее оснащен какими-то индивидуальными особенностями, да, то есть не очень глубокий тембр, но тембр более подходящий для Аскин Александрии, как ни странно, с меньшим количеством, да, то есть, типа, для такой музыки такой тембр, это классика, да, скажем так, такого современного больше металкора, то есть, если омолаживать группу, да, омолаживать жанр, то такой вокал будет более распространенный. Я не знаю, хорошо это или плохо, потому что в целом менее индивидуальный, скажем, такой звук, но, тем не менее, жанрово более подходящий. Что я имею в виду? Более ровный, нету каких-то странных приблуд в виде хэви-метального вибрато, да, более прямой вокал, более такой надрывный вокал, более такой эмо-вокал, я бы сказала, да. This is not the end.
Вот здесь, кстати, он раскрыл немножечко свой нижний экстрим. Вообще, конечно, он интересно смотрится. Он как будто бы органически очень неплохо смотрится. Да, то есть я знаю, что у них там какие-то были свои рамсы неистовые, и вообще, что он там со скандала вылетел и так далее, но как бы если не знать всех вот этих вещей, он смотрится достаточно органично, и плюс у него такое выражение лица еще типа автоматом шлет тебя на 3 буквы. То есть у него такое лицо, к нему не хочется подходить, да, вот, к этому человеку, но кто его знает, какой он на самом деле, мы не знаем. Но вот именно какой-то такой образ, такой более на вытянутой руке, скажем так, да, так на расстоянии вытянутой руки, да, есть такой момент, что смотрится неплохо вообще, хорошо, органично достаточно. Так, я хотела про более раскрытый экстрим. Прикольный он делает вот эти pretend, да, то есть типа крикнул, вернулся на чистый, крикнул, вернулся на чистый. У Дэни такого почти не было. Вот здесь раскрыл, да, и прям хорошо зазвучало. То есть, типа, он в общей массе его как-то так больше закрывает, да, а здесь он перестал заглублять, убрал микрофон в нормальное положение, и в целом звучало тоже интересно. Но он это делает для понижения, да, то есть когда он вот это делает, он это делает для того, чтобы звук ушел вниз, и я так понимаю, что громкости, он же человек у нас высокоголосый, да, и тяжелее на низких экстримах дать яркость, дать громкость высокоголосым людям, поэтому приходится слегка заглублять и там уводить гортань немножечко, создавать акустику, понижающую на слух, да, понижающую ноту. В экстрим-вокале акустика решает, да, то есть даже не сам вокал, а то, как вы его оформите, скажем так, да, потому что иногда, допустим, вы делаете какой-то драйвовый звук, типа вы откроете рот, там уже он по-другому зазвучит, хотя я ничего сейчас не меняла. Я закрыла просто губы. И вы уже мне можете писать свои комментарии. Да ты орешь, у тебя там один воздух, у тебя там нету голоса, и ноты у тебя там нету. А у меня там... А у меня там дофига всего. Но вы мне пишете, что я не умею экстримы петь, поэтому... Как скажете. Вот. И для заглубления здесь тоже такая же история, что вы, как бы, получается, экстримите. У меня низа... Я крайне редко пользуюсь фолскордом. Пока что. Я им раньше пользовалась очень активно. Потом началась вот эта вот вся, знаете, я попала на говнарские вот эти разводки. Простите меня, пожалуйста, за мой французский, но это по-другому никак не назовешь. Раньше было очень модно хейтить друг друга за экстрим-вокал, да я подозреваю, что сейчас тоже, судя по тому, что я периодически вижу о себе в интернетах. Все это еще продолжается, и вот еще приправлено сексизмом как бы. Я очень активно пользовалась фолскордом, только им и пользовалась, фрайскримом не пользовалась, сейчас наоборот. Но я начинаю вводить фолскорд обратно, потому что это, огромный пласт звуков, который офигенный, но почему-то вот какой-то был такой пущен слух, что это неправильно, что эта техника какая-то не такая, и что вот даже, скорее всего, про то, что Дэнни, да, он пользовался этой техникой, что он якобы просто орал там на свизонах, как модно было говорить там несколько лет назад. На самом деле нет, если правильно управлять, и та техника, они просто прекрасные, просто фолскорд, он более жирный дает звук, вы на фрайскриме никогда не добьетесь подобного жира, скажем так, порой местами. Верхние ноты, кстати, могут очень спутанно звучать, иногда даже профессионалы не могут реально вот в моменте отследить, это сейчас что было,
каким местом спето, да. А иногда даже специалисты, там, хорошие преподаватели по экстрим-вокалу не могут порой определить, чем ты сейчас только что спел, что это было у тебя сейчас, фрейскрим, фолскорд и так далее, потому что на верхах они крайне действительно похожи. Там, скажем так, выделяет только тот момент, что на фрейскриме вы споете мелодию какую-то, расщепляя, да, а на фолскорде вряд ли, это будет достаточно сложно. Хотя я не удивлюсь, что есть какие-нибудь умельцы, которые это делают вообще изи. Так вот, вы понижаете для низа, вы, получается, берете свой экстрим. Вот я, например, свой фрай-скрим беру. Там подворачиваем язык, заворачиваем микрофон. И вот это вот все начинается. Им там можно все это, там лицо корчить как угодно. Чем уже вы это все будете сводить, им это будет больше там напоминать какие-то глубокие гутуральные звуки и так далее. Это можно делать и на фолскорде, и на фрайскриме. И более того, порой эти техники настолько вместе пересекаются, что сложно, реально порой сложно отличить. Вот, поэтому я не сторонник здесь что-либо разделять, да, и та техника прекрасны, и сказать, что кто-то из них, ну вот на слух я не слышу, что кто-то из них делает что-то плохо. Может быть, они как-то это чувствовали внутри, если ходят такие слухи, что у них там какие-то проблемы с вокалом были, особенно у Дэни, да, не у Дениса. Может быть, там по каким-то их личным ощущениям, потому что иногда, ну, если человек не учился, человек самоучка, он может как-то кричать, не зная, как он кричит, да, то есть каким-то образом. Но сказать, что вот звучит это как-то экстремально плохо или опасно, я, не возьму на себя ответственность сказать, что это прям плохо экстрим звучит. Достаточно и у того нормально, просто немножечко разные техники, разный подход, где-то фрейскрим, где-то фолскорд, они оба это мешают, да, просто, например, у Дэни более глубокий экстрим в силу, особенности тембра, особенности строения гортани тоже, скорее всего, да. Другой человек, другой тембр, да. Вот, поэтому, мне оба понравились, и, по-своему это все у обоих звучит. Давайте дальше послушаем. Здесь вот такой сейчас звук был, прям слышно хорошо, чистый звук было. Только у Дениса нравится его. Он типа как Cardi B, такой постоянно высовывает язык. Такой манерный чувак. Не в плохом смысле, просто, да, вот у него какие-то такие... Дэнни, которого вы называете бомжом, постоянно харькается на сцене, этот постоянно язык показывает. Так, я сейчас еще открою текст этой песни, чтобы посмотреть, что там вообще, какие дела по тексту. Но могу сказать, что в целом звучит вообще хорошо. И один, и второй, но с особенностями, да, то есть типа где-то с нестабильностями, где-то... это вот прям два полностью тотально живых выступления, потому что, знаете, иногда я вот пока готовилась к видео, листала некоторые видосы, и вот там прям местами дичайшая фанера, например, у Дениса была, я не знаю, тоже можете написать, правда, неправда, но либо даже не фанера, а знаете, как очень сильный плейбэк, перебивающий реальный голос. И ты не понимаешь, ты сейчас что слушаешь? То есть огромное количество плейбеков, особенно что касается альбома, который писался с Денисом, да, уже непосредственно. Либо местами очень плохие лайвы, да, живые тоже. У Дэни много не очень качественных лайвов, вот именно по вокалу много плохих лайвов. Может быть, это как раз-таки связано с какими-то там состояниями болезненными, не знаю. Короче, песня про то, что человек хочет изгнать из себя другого человека и очень злится по этому поводу, что не получается у него это сделать. В принципе, это понятно, да, то есть здесь достаточно агрессивно об этом поется. Очень такая энергичная песня очень.
away from... Вот как раз. Пошел нахер из меня. Или от меня. От меня. Пардон. Можете понять слова, да? Видите, как... Давайте, кстати, сравним. Денис очень сильно редуцирует слова, да, то есть, типа, практически ничего не понятно. Я думаю, что если бы вы сейчас текст не читали, я тоже, когда слушала, я кроме get the fuck away from me, я ничего не понимала. Ну, или там, кроме чистого вокала, да, где он поет, я текст особо не понимала. Но потому что, когда вы произносите все экстрим вокалом, порой очень непросто сформировать как-то артикуляцию, да, по разным причинам. Можно, но сложно. Давайте посмотрим, как Дэнни это делает. Еще раз. Ну, тоже сильное редуцирование идет. Блин, ну у него экстрим, конечно, очень хорош. У него, кстати, почетче чуть-чуть. Ага, как будто бы, я так понимаю, что там местами не был задуман вот этот не был задуман чистый вокал, потому что там, где Денис поет экстримом, там Дэнни иногда поет чистым с расщепом просто. Ну, и импровизирует, типа, да, надоело ему так просто петь. Но, окей, да, и там есть сильное редуцирование. Блин, если сравнивать их, у Дэнни, конечно, экстрим достаточно такой прям... Блин, не хочу шутить пошлые шутки, но... Блин, мне можно шутить пошлые шутки, что я бы дала за вокал? А тому ли я дала? Я иногда так кого-нибудь слушаю где-нибудь на концерте или в туре, или вот просто я бы такая, блин, я бы тебе дала за вокал. Типа, вот знаете, какой-нибудь учитель может поставить условно 5, там, садись 5, садись 3, а я бы тебе дала за вокал. Блин, простите, пожалуйста, люди, это ужасно, но правда, очень красиво звучит. Ну, считайте это в десяточку. Вот, ну ладно, я нормальный учитель, просто я бы ему дала за вокал. Короче, красиво. Хорошо. Денису бы не дала, а вот Дэнни бы дала. Извините. Я не получила такого впечатления от вокала, глубины такого, да, от вокала Дениса, экстрим-вокала. Вот, кстати, когда он его подраскрыл чуть-чуть, мне понравилось больше. Но тембрально окрашено не так, как меня бы прям впечатлило, да. Но все равно круто, как говорится. Давайте теперь послушаем новое, может, выступление, потому что сейчас Аскин Александрия выступает опять с Дэнни. Дэнни вернулся несколько лет назад. Это было такое очень интересное возвращение. И вышел альбом с вот этой легендарной песни Into the Fire. Я помню, что все просто экстрим-вокалисты хотели ее петь. Вот это вот это вот все. Все хотели это петь и приходили там, Саш, как это петь? Вот. И причем у меня это пели девочки в основном, не мальчики. Но anyway, песня легендарная, конечно, но вот интересно, как сейчас Дэнни поет. Можем, кстати, Breathless посмотреть, можем и новое что-то посмотреть. Нас же никто не гонит никуда. Аскин Александрия, Live, давайте. Ну вот смотрите, здесь вот эти все песни, как будто они больше новые, они менее такие все экстремальные, да? Вот если посмотреть... Вот если посмотреть сет-лист, да, я сейчас себя подвину, видите, сет-лист такой достаточно лайтовый с точки зрения вокала, если, фанаты группы. Кстати, Final эпизод, они обычно последним играют. Вот Final эпизод, достаточно экстремальная песня. Давайте ее посмотрим. My God! That ain't good enough! My friends, you can do better than that!
май гад! Что-то месиво какое-то, если честно, пока что. Так. А у нас тут вообще Дэнни-то экстримит или нет? Может быть, он все-таки такой, да не буду я больше экстрим-вокалом петь. Ну, они вдвоем там экстримят, да. Ну, здесь прям говно звук. Здесь на этом фестивале очень сложно что-то разобрать, потому что ничего не слышно, кто что там поет. Блин, офигеть. Бэк-вокал громче выкручен, чем чистый вокал. Ну, что-то можно, конечно, услышать. Мы поняли. Дэнни игнорирует дальше экстрим-вокал. То есть, Дэнни, я беру свои слова обратно. Когда ты был молод, у нас бы с тобой что-то получилось, но в этот раз нет. Он не поет. Я только что ему призналась в любви, а он со мной вот так. Это что вообще такое получается? То есть, ну, смотрите, здесь... такая история, что у него в миксе вот в этом вот, то есть очень часто, на самом деле, лайвы, когда вы слышите хороший лайв с хорошим звуком, он, скорее всего, сведенный. Я вам уже об этом не раз повторяла во всех видосах. Получается, что сейчас он поет вот эти только чуть-чуть верхние штуки, он очень слабо экстримит, по крайней мере, на этом видео. Может быть, что-то с голосом, может, простыл, но какой-то человек, ну, конечно, уже не какой-то, вы наверняка знаете, кто это. Он сзади стоит, играет на гитаре и бахает нижним экстримом. Причем не всегда хорошо. Но anyway, отстроен звук плохо, но ладно. Давайте дальше посмотрим, что там. Но... Ну, что я могу сказать? Это плохо. Но, опять же, мы не знаем, по какой причине это плохо. Нам сейчас нужно с вами отследить, это последнее время всегда плохо или это какое-то единичное выступление, где прям плохо. Ну, вы сами все видите, да? Сами все слышите. Как это звучит сейчас, он не экстримит.
Ну ладно, тут беру свои слова обратно. Видимо, реально чел плохо себя чувствовал, скорее всего. Потому что что-то было с голосом или что-то была какая-то простуда. Нормально он здесь тоже экстримит на этом выступлении. Я думаю, что да, это бывают какие-то issues вот по здоровью, что, в принципе, неизбежно, и он как бы при этом отрабатывает вживую. Интересно, еще хочу какой-нибудь чекнуть быстренько, попробовать выступление. Не, братан, просто иногда... Бывает, не получается иногда. Сейчас все нормально, я беру свои слова обратно. — 2023 год хочу вам показать. Красиво. Устал что-то под конец. Хорошо. Короче, друзья, нет, Дэнни держится. Я зря на него наехала. Это, походу, действительно было очень какое-то неудачное выступление с точки зрения здоровья, потому что, да, он там не экстримил практически, и чистый там вокал звучал вот в том предыдущем, которое я обосрала выступлении. Чистый вокал тоже там звучал не очень. Короче, да, я беру свои слова обратно. Дэнни, у нас все с тобой еще может получиться. Мне кажется. Ну, короче... Тембр у него, конечно, огонь, это слышно даже через такие вот плохие видосы, да, к сожалению, что мало каких-то официальных видосов. Если, кстати, есть у вас, поскидывайте мне в телегу, у меня есть телеграм-канал, ссылочки поскидывайте, я в описании приложу. И, кстати говоря, у меня есть также Бусти, я наконец-то завела Бусти, да, я все там вас жду, чтобы выкладывать вам там какие-нибудь обучающие штучки, я думаю, выкладывать. Я вот уже в ближайшее время кое-что готовлю. И плюс, да, конечно же, будет уже ранний доступ к видео, не ко всем, какие я буду успевать подготовить заранее, конечно же, да, будет ранний доступ, каким-то будет, каким-то не будет. Ну и какой-то, конечно, эксклюзивный контент тоже для вас, прямые эфиры там тоже, и в том числе есть опция в прямых эфирах с ответами на вопросы про вокал. Есть еще также история с сопровождением, что вы можете присылать мне на тест и на коррекцию свой вокал. Такое тоже есть у меня на Бусти, пожалуйста, переходите. Посмотрите все варианты, какие могут быть. Да, это моя кэшка. Я ее подобрала на мусорке. По ней это заметно. Короче,
Вообще уникальная достаточно история в мире музыки, когда вокалист вернулся, да, это достаточно интересно, достаточно необычно. И вот заметьте, что сейчас, вот последнюю мы запись с вами смотрели, у него уже меньше вот этих вот выкидонов хэви-метальных. Он уже вот это вот все не делает крайне мало. То есть человек успокоился явно, осознал свои ошибки, перебесился и такой, ну ладно, хорошо. Звучит хорошо. Звучит достойно, тембр его тоже звучит хорошо. Все равно это не звучит, вот благодаря его тембру такому, да, это не звучит прям супер металкорно, но его экстрим просто. Он один из, мне кажется, очень... Вот в экстрим-вокале, знаете, как в оперной музыке, не просто добиться какого-то своего уникального тембра. И мне кажется, вот Дэнни — это такой человек, у которого этот уникальный тембр есть. Короче, это очень интересно. Да, и плюс у них вот эта драма, я знаю, с каким скандалом там уходил Денис. Вообще какая-то трагедия для группы. Окей, ушел вокалист, хорошо, это плохо. Да, это сложно. Нужно найти второго. Нашли второго, и посреди тура его выпиливают из группы там по каким-то причинам, или он выпиливается сам, не знаю, да. Но судя по тому, что я вижу, да, Денис человек достаточно фартовый. Вот судя по проектам, которые я его смотрела, да, там у него есть там несколько групп, плюс он что-то попсовую вот этот попсовую какую-то пытался историю делать. Но, если честно, он ею только кринжа навалил. Извините, пожалуйста, меня за выражение, но по-другому это никак не назвать. Хотя я замечаю, что если бы он даже эту кринжатину довел до какого-то логического завершения, было бы окей. То есть человек просто выпускает одну песню, пропадает, одну песню, пропадает, одну песню, пропадает. Я понимаю, как это работает, на это нужно финансирование, на это нужно там какое-то вдохновение, на это нужен материал, но как будто бы человек не может сохранить то, что у него есть, да, то есть как будто бы не очень удачный был кандидат с точки зрения ментальности какой-то, не подходящей под работу, да, то есть то ли вот как-то не сложилась у них там вот эта вот вся история, может быть, деньги как-то были приплетены, но вот я помню очень много скандалов, с его стороны тоже было много высказываний, но вот потом, наблюдая за человеком, я могу понять, что, скорее всего, дело, может быть, было-то и в нем, что это он накосячил, да. Но вы мне, пожалуйста, тоже напишите, что вы об этом думаете. Напишите, местами действительно я сумбурно как-то так, удивляясь, обозревала, но я хотела именно сохранить, знаете, вот элемент, что я этого не видела, я вот как вижу сейчас, как вот слышу, так и говорю, да, вот что я думаю, да, где-то поняла, где-то разобрала вокал, где-то не разобрала, вот, где-то вы можете тоже высказаться и поспорить, короче, я только рада. Друзья, ну что, я буду с вами прощаться уже, да, и подписывайтесь обязательно на мой канал, подписывайтесь на Boosty, подписывайтесь в мои социальные сетки, все ссылочки в описании. Бахайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, а я с вами прощаюсь и пока-пока.